Bleskus Airlines arrived to Las Vegas. Всем привет, с вами прием из Bleskus, и я нахожусь в прекрасном Fabulous в Лас-Вегасе. Пошли со мной гулять вместе по Вегасу. И я нахожусь возле сферы знаменитого зала, концепт-зала, который вы можете видеть как купол. Он огромный. Открылся он в 2023 году. Сегодня я пойду на посткарт. Здесь много проходит концертов, много эффектов, как из звуковых, вибрационных. 270 градусов, короче, от экрана. И что я еще хотел сказать. Значит, потратили на конструкцию всю более $2 миллиардов. Завораживающе на самом деле. Здесь также пускают рекламы, здесь проходит много концертов, но на daily basis в основном проходит этот посткарт, на который мы сейчас пойдем и с вами вместе со мной поглянете, как там внутри. Как концертный зал, напитки с собой нельзя, селфи-стики нельзя, значит, все сумки шманят, ладно, проверяю. Зал завораживающий, очень красивый. Модный, видно, что новый на самом деле. Ну, сейчас мы поднимаемся в наш сектор, посмотрим, насколько захватит нас сфера эмоциональная. Я скажу так, захватывающий очень фильм про такую философию жизни, что много культур мы сами рождаемся, сами уничтожаем этот мир, как зарождаемся с темнотой, так и умираем с темнотой. На самом деле эффекты, там был гроза, я кадры впущу. Ветер, дул ветер какой-то, вибрировали сиденья прям конкретно, звук просто офигительный. И на самом деле захватывающий. Если кто-то будет здесь, советую реально сходить и самим посмотреть и прочувствовать всю картинку, как вообще красиво. Но по времени, на самом деле, это длилось только 40 минут, что на самом деле очень довольно-таки мало. Хотелось бы побольше. Но что есть, то есть. Но советую сходить в раз в жизни. В этой сфере, короче, есть 7 этажей, много очень секций. На самом деле, легко их можно найти, но надо пробежаться. Картинка, есть дизайн, видно, что новое, просто класс. Вот это просто 10 из 10. Вот можете посмотреть. Сейчас вы можете наблюдать за моей спиной, как здесь выставляют рекламу. Разные рекламодатели. Сейчас дневной свет, как именно послеобеденный вечер. И при этом сфера видна, все эти ледовские рекламы, надписи, они даже днем видны. Масштабно. Это ночной Вегас. И на самом деле он гораздо круче выглядит ночью, нежели днем. Ночью зажигает полностью все билборды. Я думал, что в Нью-Йорке билбордов много, но здесь также есть рекламы, не рекламы, торговые центры. Получается, все гостиницы большие, которые огромные. Они как торговый центр с гостиницей вместе. Сегодня классная погода, очень тепло, и поэтому грех не погулять по ночному Вегасу. За моей спиной Treasure Island. Это типа гостишка, но также называется район, и там есть улица Treasure Island. За моей спиной торговый центр? Нет, это гостишка вместе, как я говорил, с торговым центром. Там просто вся бренда, полностью вся бренда, грех туда вообще заходить, потому что хочется тратить деньги. Единственное, что мне, например, не нравится в Вегасе, одна есть такая вещь, это пешеходные переходы. Здесь, в общем, продумано все только для машин. То есть посмотри на перекресток. На перекрестке мы видим, что все вот эти вот арки, вот эти вот все мостики, а это только вот для пешеходов. И получается, чтобы тебе пройти дорогу, тебе надо, вот как, например, здесь, тебе надо подняться опять вверх, пройти, потом спуститься вниз, и чтобы перейти просто дорогу. И, как бы, с одной стороны, я понимаю, что движуха здесь конкретная. И машин много, и пробок здесь, по-моему, с 3 уже хорошие пробки здесь начинаются. И прям до самой ночи. Но то, что здесь много туристов, это факт. Много азиатов, это конкретный факт. И плюс, что я заметил, местных много. То есть американцев, они сами по своей стране
путешествуют, получается. И я просто не думал, что именно в Вегасе их так много. А вот мы встретили довольно-таки большое количество, именно американцев. А европейцев я как-то... ну еще немцев видел, слышал про пешеходные переходы, мостики. Есть плюс. Мало того, что мне не нравится, что надо по мостику постоянно ходить, но мало того, что надо ступеньки, так есть еще и эскалаторы. И на самом деле это большой плюс, потому что пешком подниматься вверх-вниз. Вот посмотри, вон сфера. Как красиво, да? А эскалатор не работает, пойдем пешком. Раннее утро в Неваде. На какую красоту мы прибыли ранним утром. Я нахожусь на Хувер-Бридж в штате Невада, 22 километра от Лас-Вегаса. За моей спиной находится водохранилище, которое разделяет река Колорадо, и она разделяет два штата. То есть это Невада и Калифорния, по-моему. Нет, не Калифорния, а Аризона. Внушительные виды. А сейчас раннее утро, и можно увидеть наикрасивейшую красоту. Давайте глянем, какие в Америке публичные туалеты. Смотри, как они сейчас выглядят. Сейчас покажу. Вот так красиво раструмы выглядят. Сейчас заходим. Ну, заходим. Я не знаю, насколько это будет интересно. Ну, сейчас мы находимся в Аризоне и заехали в местную такую как забегаловку. И что по ценам? Значит, сэндвич простой стоит у нас 18 баксов. Никто не хочет за 18 баксов просто сэндвич. Какие-то конфеты. Сауэр, кстати, 13 баксов. Цены довольно-таки... О, смотри. Халапеньо, 4 штучки, 16 баксов. Как вам? 5,50. Если вы думаете, что Гранд Каньон — это просто одна большая расщелина в земле, то вы удивитесь, насколько это место гораздо более масштабное, разнообразное и сложное, чем кажется на первый взгляд. Гранд Каньон — это огромное природное ущелье, которое вырезала река Колорадо за миллионы лет. Оно расположено на северо-западе штата Аризона. Размер Гранд Каньона впечатляет. Длина около 446 километров, ширина до 29 километров, а глубина почти до 2 километров. Но Гранд Каньон — это не просто один целый объект. Он делится на несколько ключевых районов и участков, каждый из которых уникален. Это Южный край, Северный край, Западный край и Восточный край. Национальный парк Гранд Каньон охватывает в основном Южный и Северный края. Западный край и Восточный край не входят в этот парк и управляются индейскими племенами. Что можно делать в Гранд Каньоне? Можно устроить пешие походы, полеты на вертолетах или самолете, рафтинг по реке Колорадо, посещение смотровых площадок и музеев, а можно вовсе остаться на ночевку в кемпинге или даже в лодже на краю обрыва. Гранд Каньон — это не просто место на карте, это огромный природный комплекс, объединяющий десятки каньонов, культурные территории коренных народов и геологическую историю планеты. Если вы собираетесь туда, вы не просто едете посмотреть на пейзажи, а вы будете в таком восторге от неземной красоты, что ваш глаз вас просто порадует, как никогда. Я нахожусь на Гранд Каньоне, а конкретнее сейчас Eagle Point, и виды действительно завораживающие. То, что картинка в интернете одно, а живем на самом деле просто вау. Это просто словами не описать. Когда заезжаешь на парковку, в парковке ты заходишь, получается, в зону самого национального парка. Тебя отвозит шаттл-бас, автобус, который курсирует на 2 пункта. Skywalk — это стеклянный мост в форме подковы, нависающий над Гранд Каньоном на высоте около 1200 метров. Он расположен в зоне Eagle Point. Мост выступает на 21 метр от края скалы и позволяет вам просто буквально парить над пропастью. Смотри вниз. Уже 10-й раз смотрю, и все равно... Я сначала, когда зашел, я его не заметил. А потом только поворачиваю голову вниз, смотрю вниз, а там реально высоко. Кажется, как будто бы нереально, а это реально. Но вид офигенный. И бьется током. Я
листоком, ну ладно. Какой вид, какая красота. Я сейчас в Таргете, и давайте зайдем глянем, какие у нас цены в магазине Target. А это значит Target, в котором есть абсолютно все. Всякие витамины, непонятно что, штуки. Квест-барчики популярные. Сладости. Просто огромные все упаковки. О, жвачки. По печеньям. Вот, например, 6 баксов. Тут их много. По лимонадам. Кола 2, 29 баксов. Всякие напитки. Кстати, вон Doritos. Сколько они, 4-5 баксов стоят. Огромные пачки. В основном огромные пачки. Если 5 баксов, то они большие. И причем они полные. Всякие Doritos и такие, и такие. Это еще Golden. Сладкие. Party size вообще вон 5-80 баксов. А вот и сэндвичи. Короче, там где-то было 18 баксов. Здесь такая белиберда. Сколько она стоит? 7 баксов. Вот бутики по 5. Напхали что угодно. Всякие тортилки. И это все в Таргете. Значит, мясо, нарезки. О, индейка. 7 баксов. Сыры разновидные. Сколько у нас всего? 6 баксов. 12 яиц. 6 баксов. То, что Вегас красивый город, да, безусловно. Но и то, что говорят про него, то, что это город грехов, тоже соглашусь, разврата здесь хватает. Но если мы говорим про другую сторону, обратную сторону Вегаса, про бездомных, они действительно здесь есть, их действительно здесь достаточно. В каждой гостинице, в общем, каждый может зайти, там есть просто свободный вход, кто угодно. И большой минус, что мне не нравится, так это, например, именно ночью в гостиницах эти бездомные, прям вот немного прям, да, а есть, они туда приходят и спят. Прям вот на софах, на каких-то вот этих диванах, и никто их оттуда не выгоняет. Но днем у гостиницы, у главного, например, входа, если приходят вот эти вот как бы бездомные, ну, мы говорим, бездомные, то их прямо оттуда прогоняют. Но и даже за моей спиной мы можем увидеть такую картину, к сожалению. Нет, ну в гостинице не прям замызганные бомжи, а которые хорошо одеты, но видно, что они прям вот homeless, бездомные. К сожалению, эта сторона тоже есть. Но и как вообще люди к этому приходят, здесь, в принципе, этих казино очень много, они почти что на каждом углу. И получается, что люди вот приезжают, все проигрывают и остаются бездомными именно здесь, к сожалению, большому. Поэтому в гостиницах в Вегасе нет балконов. Очень многие гостиницы, не то что многие, они, в принципе, практически все без балконов. У них просто вот они даже вот видно, даже за моей спиной, просто вот окна и все. И при этом ты открыть это окно даже на первом-втором этаже ты его широко не сможешь. Там просто маленькую щелочку не да, отодвигаешь и все. А почему это все так сделано? Потому что здесь очень высокий процент суицида. Не знаю, как на сегодняшний момент, но именно из-за этого все балконы со всех гостиниц убрали. Сейчас мы идем на шоу RuPaul's Drag Race. Посмотрим, что это. Билеты там вообще sold out. Шоу много. Вообще интересно, что там будет. Ну что, мы пришли на драг-шоу. Посмотрим, чем нас удивит легендарное шоу. I can't wait to see how this turns out. Flamingo Las Vegas is proud to present RuPaul's Drag Race. Kill my face 'cause this ain't no prove me, sir. Can you help me with this bag? This is a long year. A RuPaul's Drag Race live! Hey!
talent show, you're in for a treat. I'm Bertha. Call me. I am the flamingo. Show's over. Good night. We'll see you next time. Thank y'all so much. We're in three. There's you guys this morning on the right side. But I'm sure they're gonna figure out something. Я сейчас нахожусь на Horse Show Bend. Это один из самых зрелищных природных памятников США. Что такое Horse Show Bend? Это изогнутый подковообразный изгиб реки Колорадо. Отсюда и название идет подкова. Он расположен недалеко от города Пейдж, штат Аризона. Река прорывается через скалы песчаные, образуя почти идеальную подкову. Из-за моей спины можно увидеть вот этот подковообразный изгиб. Я сейчас вам расскажу, какое самое лучшее время посещения. Раннее утро или ближе к закату. Идеальное освещение и меньше толпы, потому что сейчас народу очень много. И там есть мостик, с которой этой точки самый такой красивый вид открывается. Но туда все лезут в кадры, и поэтому так себе. Полдень, тени короче, но солнце может быть слишком ярким и жарким. Либо зима-весна, конечно, это комфортная по температуре, особенно если не любите жару. Сейчас, например, у нас солнце есть, не скажу, что жарко, тепло, ветер дует, и довольно-таки и чуть-чуть даже прохладно, потому что я даже с собой взял куртку. Самый комфортный месяц посещения — это май, потому что сезон дождей — это с июня по сентябрь. Этот период времени очень опасный, потому что камни, вот тут можно даже увидеть, что они как плитообразные, и они отламываются легко. Здесь даже был случай, женщина, по-моему, она куда-то ступила, короче, камень откололся, и она упала. Так себе развлечения. Обитают, значит, ящерицы, суслики, змеи, что довольно-таки опасно, это об этом многие говорят. И скорпион еще есть, и тарантул еще есть. Поэтому особо далеко. Вот есть тропа туристическая, по которой надо идти. Вот по ней надо идти, никуда дальше гулять не надо. Значит, я сейчас еду на Антилопа каньон, приезжаю на паркинг, вас делят на группы, и, соответственно, по группам все выезжают на таких вот машинках, все хорошо укачивают, но если я сижу в конце, вот поездка до самого каньона 15 минут там займет, но там высота неимоверная. Качество огонь, но я скажу, что это сыпется сверху постоянно песок. Бля, красиво, обалденно. Единственное, что не понравилось, это то, что здесь разделено по группам, и все бегом проходят, и еле успеваешь сделать фото. Но на самом деле очень красиво. Единственное еще одна вещь, киды очень самобытные довольно-таки, очень сильно рекламируют свою компанию, по 10 раз говорят название их фирмы, видят какие фирмы, а потом вообще заставляет считать всех, произносить имя их компании. То есть почитайте, как это называется. Ну, Situation Strange. Но есть этому место быть, видимо. По пустыне шагаю. Короче, интересно, забавненько. Реально красота. Alright, crew, so logically this is the exit for the Flash. It's the exit for us humans, but the entrance for the floats.
And then take a look at the embarrassing. За моей спиной находится лес, необычный лес. Это называется американский лес. Лес деревьев в Джошуа в штате Аризона. Это уникальное и мало распространенное место, где находятся юки, так они характерно называют эти деревья. Они растут очень медленно, и поэтому нельзя к ним подходить. Мы можем видеть, что здесь заграждено. Заборчик, да? Нельзя их не трогать, ничего, ни в коем случае, потому что они защищаются, как оказалось. И, соответственно, очень необычный вид растений, этих юг. Лес дикорастущий. Здесь нет регулярных туристических троп, но можно остановиться у обочины или проехаться на внедорожнике. Летом температура достигает в этих лесах до плюс 40. Место необычное, я такого в жизни не встречал, не видел. Красиво, очень красиво. В Вегасе каждый найдет для себя чем развлечься. На самом деле здесь очень много всяких развлечений. Говорят там про эту сферу, потом крыльцо обозрения, много шоу, много концертов. Здесь мировые звезды выступают. Здесь также Цирк дю Солей. Здесь полно. И есть и ранчо, можно заехать, и каких только здесь экскурсий нет. Полностью здесь можно. Есть чем заняться, есть куда ехать, есть на что посмотреть. Хоть это пустыня, но на самом деле, да, выезжая за Лас-Вегас, советую выехать за Лас-Вегас, потому что там будет пригород. И пригород это уже действительно будет вот этот американский Вегас, в котором живут вот люди. Да, и он на самом деле очень довольно-таки интересный, такой колоритный. Все такие все частные дома. То, что они живут в домах, у них еще есть эти вот и трейлеры, понятно. И фуры эти американские, они действительно вот тоже как в фильмах. Особенно как мексиканские тоже, да, тут есть эти фуры ездят. Не, интересно, колоритно. Кто не был, советую приехать посмотреть. Хоть раз в жизни это надо увидеть. И на самом деле, те, кто вот фанаты американского кино, Америка реально дает эту ностальгию по всем фильмам американским, которые были сняты, например, в Вегасе, в том же самом Нью-Йорке, ну, вообще во всех городах. Но вот вайб идет конкретно от Вегаса. Он действительно вот город тусовок. Какой город реально тусовок, потому что и днем, и ночью очень много людей. Понятно, что вечером все выходят на тусовки, здесь прям скопление, но я думаю, что мало ли, значит, днем все отсыпаются, нет. Днем тоже полно людей. Но ночная жизнь, да, прям клубы и караоке, чего-то только тут нет. Что здесь только не придумают. Про цены в Вегасе. Цены кусаются, мне кажется, даже для самих американцев. Здесь на самом деле довольно-таки очень высокие цены. Я еще зайду в простой магазин. Мы были за Лас-Вегасом в таком Лас-Стоп, по-моему. И там я цены показал. Еще покажу в самом Вегасе. И по ценам здесь довольно-таки дорого. По-моему, Таргет, он такой еще более-менее. Но все равно там сэндвич за 7-8 баксов, ну, too much. Вода — это вообще отдельная история. В лакшери-туре своем я расскажу про воду. Пускай это будет маленький секрет. Что цены просто как будто бы золотая вода. Как будто я с золотой пыльцой пью. Чувствует это чуть-чуть роскошь. Вегас, оно две стороны, и богатая, и такая. Но мы любим только богатую сторону. Значит, зашел в магазин, что берем? Это кипарик Лас-Вегас. Пройдемся по магазину по ценам. О, какая кружка классная. 10 баксов. Значит, тут у нас и косметоз, и аптека. Все в одном. И тапки продают. Цены на алкоголь в этом магазине дружелюбные. Даже есть для эконом-класса. Вот по 6 баксов. Кто любит такую суслу. Что я тут увидел? 4 бакса. Огромный мешок льда. Всякие... Что это такое? Это какие-то пиноколады, какие-то штуки. Выбор чипсов. Ничего, такие тут цены, кстати, в какой-то дешевый магазин зашел. Доритос мои любимые за 3 бакса. Лимонады. Всякое. О! 4 бакса. Нормально, есть по 3. Он большие по 4 бакса. Молоко по 3. Норм цены тут. Кстати, по поводу всякой атрибутики в Вегасе полно. И этот магазин, он подешевле, потому что он чуть-чуть дальше от центральной улицы получается. И поэтому, соответственно, цены здесь гораздо дешевле.
Потому что на самой-то авеню вот это то же самое печенье будет стоить 8 баксов. Какие большие пепси. 3 бакса норм. Всякие лимонады. Опа, какие маленькие. Упаковка 6 штук, кстати, стоит 7 баксов. Ну, как-то too much. Вода. Вот это 3,79 баксов. Еще у нас по хлопьям. По 87. Она такая тоненькая. 8 баксов. Ну, цены ничего такие по сравнению с главной улицей. Там, где в основном большой сплыв туристов. О, Фиджи. Популярная Фиджи вода. 6. Вот упаковка 6 бутылок стоит 7,49. Норм. А большая Фиджи 4,50. Я, короче, попробовал, купил ее. Простая фильтрованная вода. Выбор жвачек тут просто огромный. Тут они вообще все разные. По 5 баксов. Всякие штуки. Ля, какая красота. Лас-Вегас, и это стоит. Вот тут уже 12 почти баксов. Смотрите, как есть. По 6 баксов огромные пачки начос. Класс. В Вегасе, значит, есть вот эта одна главная улица центральная, где, в принципе, все вот эти вот гостишки расположены. За моей спиной это у нас The Forum Shop. Это Цезарь Палас. Он, то есть, огромный. Он с этой стороны и с той стороны. Вот каждая гостиница это как произведение искусств. Потому что здесь, наверное, можно то, что видеть. Здесь прям сделали фонтан. Цезарь Палас выбрал концепцию, как вот римский. Фонтан, на что он был похож? Фонтан, как Треви. Фонтан в Риме. Колизеум. Можем увидеть. А вот туда, если мы посмотрим, мы можем увидеть Париж. Гостиница Париж. И каждая гостишка, она просто, вот как в Венеции мы были, тоже с концепцией Венеции, она выбивает, каждая хочет просто быть лучше другой. Но при этом, что я заметил, что я знаю, что некоторые 3 гостиницы, по-моему, там они как-то вместе совместимы. Прям как вот идешь, как город, половина Европы, половина Америки. Завораживаешься, интересно, и прям вот каждую гостиницу смотришь на нее, как вот прям идешь и удивляешься, что каждая удивляет. Значит, зашел я в маленькую Венецию в Вегасе. Что мы тут видим? Очень много. Ну, как во всем Вегасе, всякой ерундистики. Народу полно, что только не придумают. В самом сердце Лас-Вегаса итальянская Венеция с копиями Гранд-канала, площади Сан-Марино и мостов. Но вы посмотрите, что у нас тут есть. Это технология. Роботы, которые сами готовят тебе коктейль. Ну, ладно, идем дальше по гостинице. Особенности этой гостиницы – это прогулки на гондолах, живые серенады, архитектура, колоннами и фресками. О, а что тут с ресторанами? Мамма мия! Более 40 ресторанов от известных шеф-поваров. А шопинг – это стоит того. Гранд Канал Шопс – торговая галерея с бутиками и ресторанами под искусственным небом. И куда, естественно, мы без спа. СПА – один из крупнейших и самых уважаемых спа-комплексов в Лас-Вегасе. Да, я сказал несколько раз спа, потому что это очень важно. И развлечения, естественно, это шоу, концерты, ночные клубы и мероприятия мирового уровня. И это все в одной гостинице. Вот почему называют ее Венецией. Потому что здесь, видишь, гондолы, люди едут. Просто тупо по гостинице. Классно, нету слова. Значит, место интересно, необычно в стиле итальянской Венеции. Сам факт, что это гостиница, что-то находится внутри, интересно. Но здесь все опять красочное небо, прям как в жизни. Но на камерах по-другому. В жизни это будет выглядеть, ну, как небо. Оно выглядит как реальное небо. Вот тут вон приехали с путевочки. Покатались.
Короче, кто хочет. Но я не поеду, потому что я не люблю вот по таким гостиничным каналам ездить. Смотри, там даже не глубоко. Нормально. Красиво, всяких брендовых магазинов полно, забегаловок, и поесть, и ресторанов, и чего только тут нет, прям всего. То есть приезжаешь, в принципе, можешь просто здесь жить. Тебе даже не надо выходить никуда. Как, в принципе, многие гостиницы здесь в Вегасе. Ну ладно, пойдем дальше еще погуляем по Вегасу. Просто детский Вондерленд. Какой Миша. Всякие вкусности. Опа, какие люстры. И игрушки, и сладости, мороженое, здесь большой выбор. Смотри, какой дизайн. На потолок. Ля. Просто масловик полностью. А там могли бы быть мы с тобой. Вон нам принесли мороженое, только лакшери. Все в одном месте. Много лакшерных брендов покупок можно сделать. Очень классно. И Луик тут, и все. Вся бренда. О, какой вид. Это все одна сплошная гостиница. Это не торговый центр. И здесь начинается гондола, в которой ты можешь сесть, сразу заехать в гостиницу, выйти на шопинг, закупиться и выехать обратно. Интересно более чем. Возле всех отелей здесь очень много ресторанов. За моей спиной один из популярных ресторанов — Гордон Рамзей, или как там его. И, то есть, выходя с любой гостишки, просто любой бар, любой вообще ресторан, кафе, шопинг. Просто даже времени не хватит, чтобы все посмотреть. Значит, небольшой спойлер. В этом отеле я остановился. И в чем особенность отеля Белладжио? То, что здесь каждый день танцы фонтанов, как они правильно называются, танцующие фонтаны. И сейчас будем тоже ждать. Но в этом тоже гостинице есть много брендов, так же как торговый центр, как в основном и в многих больших таких гостиницах. Эта гостиница считается, по-моему, третья, топ-3 в Лас-Вегасе, когда я покажу Luxury Room Tour. И чат GPT сказал, что это в мире 12-я самая большая гостиница. Значит, мы заселились в Белладжио, захотел в Париж, перешел, и ты в Париже. Здрасте. А кто тут? А, это я. В Вегасе. В общем, это еще гостиница Париж. И там тоже, как торговый центр, я там тоже был, но видео не снял. Торговый центр, шопинг, рестораны, кафе. Тематично довольно-таки. Это была прогулка с приемом Блескусом по Лас-Вегасу. Чао! Polya Bleskus Airlines departing to the next